Всем привет, дорогие друзья! Порадуйте себя и своих близких волшебным пирогом с персиками и тестом фила. Оно хрустящее снаружи и мягкое внутри. Идеально дополняет сладкие сочные персики, а заливка на основе йогурта придает этому десерту легкость и свежесть. Она напоминает нежный творожный чизкейк. Подавайте этот пирог теплым или охлажденным, к чаю или кофе. Думаю, он сможет порадовать вас своим нежным, изысканным вкусом и ароматом. Для рецепта мне понадобится Этот пирог можно готовить не только с персиками, но и с другими ягодами и фруктами. Например, с грушами или с яблоками. Подготовлю персики, разрежу их на дольки. Удаляю косточку. 2 персика для этого пирога вполне будет достаточно. Персики разрезаю вот на такие небольшие дольки. И теперь займемся тестом. У меня упаковка теста фила 250 граммов. Получаются вот такие тонкие листы теста. Если вы не смогли купить такое тесто фила в магазине, вы всегда можете приготовить его дома. У меня на канале, кстати, уже есть рецепт, как приготовить быстро и просто тесто фила. Так что если вы не смогли купить его в магазине, приготовьте его дома. Также мне понадобится форма для запекания. У меня вот такая стеклянная форма, диаметр 26 сантиметров. Теперь мне понадобится растопленное сливочное масло и сахар. Сахар я беру от общего количества. Сливочным маслом смазываю листы теста, каждый листик. Присыпаю сахаром, совсем чуть-чуть. Это тесто абсолютно нейтральное, ни сладкое, ни соленое. Все поджимаю вот такой гармошкой. Немного подкручиваю вот таким образом. Выкладываю в форму. Ничего сильно не прижимаю. Промазываю маслом следующий лист теста. Слегка присыпаю сахаром. И также складываю его гармошкой. И выкладываю в форму. И таким образом тестом я заполняю всю форму. Посмотрите, как уже смотрится красиво. Очень люблю готовить с тестом фила. С ним можно готовить самые разные пироги и другую выпечку. И всегда получается очень здорово. Кстати, для этого пирога рекомендую использовать неразъемную форму, так как здесь будет жидкая заливка. И чтобы она потом не подтекала в духовке. У меня здесь еще осталось немного масла. Я вот так слегка еще промазываю тесто сверху, а остальное масло я добавлю в заливку. Маслом обязательно надо промазывать тесто фила, чтобы оно получилось таким хрустящим и слоистым. И теперь я выкладываю персики. Дольки вставляю между слоями теста. Посмотрите, вот так тестом и персиками я заполнила всю форму. И форму я отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10 минут. Надо, чтобы тесто фила подсушилось и стало таким хрустящим. Слегка подрумянилось сверху. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Подготовлю заливку для пирога. В миску разбиваю 3 яйца среднего размера. Всыпаю оставшийся сахар, добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Добавляю щепотку соли и добавляю 3 баночки греческого йогурта по 125 граммов каждая. Вместо йогурта можно использовать и сметану, и кефир. В общем, все, что у вас есть. Кстати, сахар можете корректировать по вкусу. Если хотите, можете добавить чуть больше или меньше. Вливаю оставшееся сливочное масло. Хорошо все перемешиваю венчиком. Должна получиться вот такая негустая масса. Форму с тестом я достала из духовки. Посмотрите, тесто подсушилось и стало вот таким хрустящим. Персики стали мягче. Выливаю сверху заливку. Распределяю таким ровным слоем. Именно поэтому я и говорю, что нужно использовать обязательно неразъемную форму, так как заливка жидкая, и чтобы она не начала подтекать в духовке. Эта заливка запечется и будет похожа на нежнейший чизкейк.
Это очень вкусно. Аккуратненько все распределяю. И теперь пирог я отправляю обратно в духовку. Буду выпекать его при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут, чтобы заливка хорошо запеклась. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Пирог я достала из духовки. Он вот так красиво подрумянился. Аромат стоит просто потрясающий. Оставляю пирог немного остыть. Его можно подавать как теплым, так и охлажденным. Когда пирог слегка остыл, присыпаю его сверху сахарной пудрой. И можно подавать его к столу, к чаю или кофе. Вот такая нежная красота получается. Пирог очень ароматный. Обязательно его приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня», чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!